Здравствуйте, меня зовут Максим Ермаков, и я... Простите, пожалуйста, что я сейчас нахожусь в таком состоянии, я просто уже 3 дня не сплю, мне не до этого. Я был в Сибири и попал в страшную ситуацию, и сейчас я уже дома. Снова в родной Москве, вот приехал 3 дня назад, и вроде бы все уже должно закончиться, но... Извините, я постараюсь объяснить все по порядку. Я студент Московского кинематографического университета. Этой зимой у нас была практика. Всем давали направление, а я предпочел пройти ее самостоятельно. Была у меня одна идея, я хотел снять независимый документальный фильм о снежном человеке, который якобы обитает в сибирской тайге. Цель этого проекта – подтвердить или опровергнуть слухи о его существовании. Ну, я переговорил с преподавателями, и им просто пришлось согласиться, так как я уже все запланировал, да и билеты были куплены. В Сибири живет моя тетя. Я должен был погостить у нее 5 дней и успеть за это время снять свой фильм. Вечером 5 февраля я приехал. Мы с тетей посидели немного, попили чаю, поболтали, а утром 6 февраля я отправился на съемки. А это, видимо, элитный сибирский дом. Затарился я по минимуму. У меня с собой только термос с чаем, спички, фонарик и пистолет. На всякий случай. Мало ли. Кроме снежного человека, здесь полно и других диких зверей. Вот честно скажу, я сам не верю в Йети. Но мне кажется странным, что показания очевидцев совпадают. Все они описывают примерно одно и то же существо, которое по внешнему виду как раз таки напоминает нам снежного человека. На самом деле, здесь безумно красиво. Даже не описать словами. Я полагаю, что мой материал связан скорее не с поисками таинственного зверя, а с разоблачением легенд и мифов о нем.
слышали это? Все несчастные случаи, которые произошли здесь, списывают на некое мифическое существо. Я больше чем уверен, что это были обыкновенные волки. Или медведи. А может, и те, и другие. Но сегодня я постараюсь выяснить это. Охренеть. В нашем городе такого нету. Знаете, все эти поиски снежного человека у меня постепенно переходят в красивую прогулку по тайге. Хочу сделать несколько снимков на память. Время от времени я буду накрывать камеру сумкой, так как начался сильный снегопад. Боюсь, что она промокнет, и тогда я вообще не смогу снять фильм. В общем и целом, я был полностью готов к этому походу. У меня был намеченный маршрут, которого я строго придерживался. Я прекрасно знал, как вести себя в любой непредвиденной ситуации. В конце концов, у меня не было спутников, которые задерживали бы меня. Я чувствовал себя уверенно. Да, и еще одно. До приезда в Сибирь мне удалось взять интервью в Москве у одного бывшего охотника, которому однажды довелось повстречаться лицом к лицу со снежным человеком. Если честно, сначала я не хотел вставлять это интервью в фильм, так как оно вышло не слишком содержательное, да и выяснить почти ничего не удалось. Но в итоге я решил оставить. Давайте посмотрим. Да. Расскажите мне... Аж легкие прочистить, хорошая шутка. Ты мне рассказал, друг, я ее потом жене расскажу, но она обосрется, нахуй, борщом своим Расскажите мне о том, что вы видели. Ну, это был снежный человек ведь, так? тихо. Был один такой случай, когда я здоровенного лося повстречал, и я уже приготовился и нацелил на него свое ружье и подкрался как следует. Но затем какой-то звук его испугнул, и он убежал. Но потом я обратил внимание на нечто непонятное, какой-то большой объект впереди был, и он был покрыт шерстью. В общем, меня это очень сильно напугало, я даже не смог сориентироваться и забыл даже, что у меня в руках оружие, и поэтому я даже не смог нажать на курок. Еще я попросил его детально вспомнить и нарисовать мне это существо. Охотник сначала просто посмеялся, но его выражение лица резко изменилось, когда я протянул ему лист бумаги и ручку. Со стекленевшими глазами он
принялся рисовать то, что хранилось у него все это время здесь. А через пару минут передал мне это. Показалось. Эта местность слишком открытая. Йети здесь нам не найти. Насколько мне известно, наш герой прячется в глубинах тайги. Вот сейчас туда и отправимся. Хотя в интернете очевидцы умудрялись писать, что видели его даже здесь. Спрашивается, зачем они вообще сюда ходили? Пропала связь. Это свидетельствует о том, что я зашел уже достаточно далеко. Ну, оно и к лучшему. Сейчас всякие контакты с цивилизованным миром только отвлекают меня от дела. Пойдем дальше? У меня с собой всего лишь 2 заряженные батареи для видеокамеры. 50% первой батареи я уже израсходовал, причем впустую. Наверное, из-за холода так быстро разряжается. Надо было купить дополнительные аккумуляторы, так и знал. Дальше путь идет в гору. Погода наконец-то снова наладилась, и я могу опять включить камеру. Хожу я уже часа 2. И пока никакого снежного человека. Это наталкивает меня на определенные мысли. Я уже высказывал их ранее. Мысли о том, что все это бред. И я впустую трачу свое время. Я узнал это место совершенно случайно, по фотографиям, опубликованным в интернете. 2 года назад здесь пропала группа лыжников. 3 или 4 человека, точно не помню. Их искали, 2 недели, нашли их изуродованные тела. Так, собственно, и появилась легенда о неком снежном человеке. На мой взгляд, здесь довольно мило. Кстати, вся эта история напоминает мне случай с группой Игоря Дятлова. Вы помните об этом? Это, похоже, снежный человек оставил улики. И свои трусы. Я не знаю, как это назвать. Я остаюсь при своем мнении. Это сделали волки. В смысле, не насрали, а оставили трусы, а убили группу лыжников. Я сделал несколько фотографий этого места. Мне нужен был материал для авторской обложки к фильму. И только потом, когда весь кошмар уже закончился, когда я покинул Сибирь и вернулся в Москву, я обнаружил на одном из своих снимков что-то ужасное, какое-то чудовище, которое случайно попало в кадр. Оно притаилось за деревьями, оно наблюдало за мной. Оно было так близко, и
Даже не знаю, как я не заметил эту тварь, но одно могу сказать точно. Существо не похоже на снежного человека. Лишь отдаленно напоминает его. Все эти истории про Йети слишком сомнительные. Я здесь даже ни одного медведя не встретил. И надеюсь, что и не встречу. И извините, пожалуйста, прошу прощения, вы меня напугали, я не ожидал. Не ожидал здесь кого-то увидеть. Помогите подняться. Бери камеру. Берите, я говорю. Что здесь делаешь? Я снимаю документальный фильм про снежного человека. Ну, вы, наверное, слышали. Столько легенд о нем ходит. Какой снежный человек? Вы уже заколебали. Чего вы сюда приходите? Тут никого нету. Вообще даже животных здесь нет. Просто глухо. Езжай домой. Езжай домой, не морой свою жопу. Понятно. Большое спасибо. Камеру-то убери, ты ебаный в рот. Извините. Извините, пожалуйста. Я, конечно, знаю, что Сибирь славится своим гостеприимством, но чтобы настолько какой-то ненормальный. Но, тем не менее, даже он подтвердил, что снежного человека здесь нет. Так, прошло уже 4,5 часа. Я заменил батарею на камере. Продолжаю двигаться дальше. Пока что все так же безуспешно. Скоро начнет темнеть. Еще полчаса, и я сворачиваюсь. Давайте подведем краткие итоги нашего похода. Принимая во внимание тот факт, что мы прошли практически по всем предполагаемым местам обитания Йети и не обнаружили там ни единого его следа, можно с уверенностью заявить, что снежный человек – это всего лишь легенда. Легенда, за которой скрываются реальные убийства, совершенные дикими животными. И мой вердикт таков. Йети не существует и никогда не существовал. Кажется, здесь кто-то есть. Видимо, не я один решил в столь поздний час посетить самое сердце тайги. Я не знаю, какого хера здесь происходит, но я сваливаю. Сука. Так, похоже, отснятый материал попадет не только в университет, но и в органы. Эту руку просто разорвали острыми клыками. Насколько мне известно, у снежного человека нет таких зубов. Главное в такие моменты не вдаваться в панику, что я и делаю. Но мое дыхание выдает меня.
Да, я напуган, мать вашу. Очень напуган. Пора выбираться отсюда. Благо я не идиот и дорогу назад прекрасно помню. Прошу простить меня, но дальше я не пойду. Я нашел это прямо у входа в некий туннель. Я ведь должен довести дело до конца. Я должен доснять кино. Посмотрим. Это дневник. Пошел 7-й год. Я уже смирился со своей судьбой. Отчасти я даже научился контролировать перевоплощение. Теперь я могу становиться волком не только в полнолуние, но и при свете дня. Этот навык необходим мне для выживания. Ведь сюда приходят толпы агрессивно настроенных людей, жаждущих отомстить за тех, кого я убил ранее. Для меня они просто еда. Смешно, но они до сих пор считают, что все убийства – дело рук снежного человека. Я мог бы просто укусить кого-нибудь, и тогда у меня появится компания. Но подобно волку, я одиночка и не нуждаюсь в друзьях. Я единственный оборотень в Сибири, и это моя тайна. Так было и будет всегда. Я был на пределе, к такому сюрпризу судьба меня не готовила. Я готов был. Я ожидал встретиться со стаей голодных волков. Я ожидал встретиться с медведем. Я ожидал встретиться со снежным, мать его, человеком. Но... Поверил ли я в то, что прочитал? Не знаю. У меня не было времени думать. Мне нужно было сваливать оттуда поскорее. Даже не знаю, как это прокомментировать. Дневник я забрал с собой. На всякий случай. Возможно, все гораздо сложнее. И убийца просто психопат, возомнивший себя оборотнем. Как бы мне не поплатиться за разгадку такой тайны. Осталось недалеко. С этого момента я не буду выключать камеру.
Если со мной что-то случится, кто-нибудь рано или поздно найдет эту запись и узнает правду. Кем бы ни был этот засранец, передвигается слишком быстро. Никогда прежде не слышал такого рычания. Может быть, потихоньку, не спеша, не создавая шума, мне удастся выбраться. А если бы зверь хотел напасть на меня, он бы давно это сделал. Ведь так? Осталось совсем чуть-чуть. В итоге мне удалось вырваться из цепких лап этой твари, убежать и даже спасти камеру, которой тоже досталось немало. Возвращаться к тете я не стал. Я просто сел на поезд и уехал в Москву. Уже 3 дня, как я дома, ну вот, пытаюсь отойти от всего того, что произошло. Но все эти дни я не спал. Я анализировал материал и монтировал этот фильм. Кое-где добавил музыку и звуковые эффекты, чтобы не было скучно. В фильм вошли только самые, на мой взгляд, необходимые сцены. Я до сих пор не могу понять, что за зверюга напала на меня. Все произошло слишком быстро и неожиданно. Волк? Нет. Никогда прежде не видел волка, передвигающегося на 2 задних лапах. Снежный человек? Нет, у снежных людей не бывает таких клыков. Маньяк-психопат? Нет, маньяк не может обладать такой физической силой, даже если он совершенно ёбнутый. Оборотень? Да ладно. В самом деле? Вполне возможно. Думаю, скоро я это узнаю. Эта тварь успела меня задеть. Если уж речь действительно идет об оборотне, то почему-то, мне кажется, я догадываюсь, кто это. Время покажет. Всем спасибо.